Угасающий пес прильнул к своей владелице перед процедурой, однако доктор заметил странную деталь и резко замер. Уважаемые зрители, перед началом истории напишите в комментариях, откуда вы смотрите нас. Нам невероятно любопытно узнать, в каком городе вы живете и какая погода сейчас у вас. Приятного просмотра. Над круглосуточной ветклиникой на окраине Гданьска сгустился плотный промозглый туман. Улицы спали, но в кабинетах больницы горели блеклые лампы. Тихо звякнула дверь, и в холл робко вошла бледная, уставшая Ирина. В руках, бережно укутанный в поношенное мягкое одеяло, лежал Макс, ее преданный хвостик на протяжении долгих 14 лет. Его тельце казалось совсем невесомым, будто искра жизни почти покинула этот хрупкий мир. Дыхание питомца было едва уловимым, с хрипом. Бока вздымались с трудом, словно каждый вдох требовал колоссальных сил. Глазки Макса были приоткрыты, но взор оставался стеклянным, невидящим. Было ощущение, что он уже ушел, застыв на границе бытия. Ирина, сгорбившись от бесконечных ночей, разъедающей вины и разрывающего грудь отчаяния, зашла в смотровую. Она ощущала себя предателем. «Я сама принесла его на гибель», — стучало у нее в голове. В зале их ожидал ветеринар Алекс Новак. Он настраивался на усыпление, стараясь сохранять рабочую отстраненность. Алекс повидал разное, но даже его сердце сжалось при виде этой картины. По суровому лицу доктора читалось: ситуация куда тяжелее, чем он предполагал. Он набрал раствор, проверил жгут и шагнул к кушетке. И тут произошло нечто, заставившее реальность остановиться. Макс, который последние часы лежал без движения, вдруг слабо зашевелился. Он с трудом приподнял передние лапки и, шатаясь от изнеможения, неуклюже прижался к Ирине. Он уткнулся носом ей в плечо, туда, где под одеждой судорожно стучало ее сердце. Это напоминало финальный, отчаянный порыв обнять ту, которую он обожал сильнее всего на свете. В комнате воцарилась немая тишина. Даже ассистенты, видевшие за годы практики сотни расставаний, застыли, боясь нарушить этот трепетный миг. Атмосфера вокруг словно сгустилась. Алекс уже поднес иглу к катетеру, но замер. Он пристально вгляделся в то, как питомец приник к хозяйке. В данном жесте читалось не только прощание. Что-то в координации лап показалось врачу необычным. Он убрал медикаменты, взял стетоскоп и наклонился над животным. Доктор сосредоточенно слушал. Сердцебиение было сбивчивым, слабым, но в нем ощущалась лихорадочная, быстрая пульсация, нетипичная для тихого угасания от старости. Алекс резко выпрямился и едва слышно прошептал: «Стойте, нет. Я не уверен, что мы должны обрывать жизнь прямо сейчас». Ирина вскинула голову, ее заплаканные опухшие глаза встретились с пристальным взглядом врача. Алекс вновь приложил прибор, оценил реакцию зрачков фонариком, затем быстро прощупал узлы и брюшную полость пса. «Несите градусник, мобильный анализатор крови и экспресс-панель для биохимии. Быстрее!» — крикнул он помощнику. Впервые за много дней в груди Ирины проснулось что-то помимо глухой боли, робкая, почти несмелая надежда. «У него опасная гипотермия, это факт», — тихо произнес Алекс, изучая выданные аппаратом результаты. «Но посмотрите на титр лейкоцитов и маркеры воспаления. Это не финал работы органов. Это больше похоже на сильнейшее отравление или септический шок». Он развернулся к Ирине, добавив твердости. «Подобные кризисы часто имитируют агонию. Тело просто засыпает, чтобы выжить. Если мы экстренно начнем интенсивную терапию, появится шанс повернуть болезнь вспять». Ирина с трудом вздохнула и выдавила: «Инфекция? Но он просто перестал есть, перестал встречать, вилять хвостом. Я решила, что это возраст забирает его». «Возраст — это не приговор, Ирина», — мягко заметил Алекс, оперативно вводя иглу в тонкую хрупкую лапку Макса.
Порой недуг просто подбирает момент, чтобы нанести удар. Последующие часы обернулись настоящим сражением. Пса подключили к теплым растворам, ввели сильные антибиотики и дали кислородную маску. Алекс дежурил у стола, непрерывно контролируя давление и пульс. Ирина сидела на стульчике рядом, крепко сжимая лапку любимца в ладонях. Она нашептывала ему о том, как они вернутся домой, как он вновь будет бегать по любимому парку и нежиться на ковре в лучах теплого солнца. Время тянулось невыносимо долго. В коридорах погасили свет, сменились дежурные, а за окном показался бледный утренний рассвет. Около 5 утра Макс вдруг шумно вздохнул и лизнул сухой носик. Его уши, до этого вяло опущенные, едва заметно дернулись на родной голос Ирины, а кончик хвоста слабо шевельнулся. «Глядите», — улыбнулся Алекс, — «он возвращается». Его тело отозвалось на лечение. Следующая неделя стала для Ирины периодом борьбы. Она дежурила в боксе по 10 часов в сутки, принесла его любимую домашнюю лежанку и мягкий резиновый мячик, за которым Макс когда-то так весело носился по комнатам. С каждым днем песик крепче стоял на лапах. Сперва он начал слизывать лечебный паштет с пальцев хозяйки, а потом, впервые за долгое время, тихонько и преданно заскулил от радости, когда она гладила его за ушком. Все сотрудники заходили навестить пса, который обманул смерть. Сестры ласково звали его «наш стойкий боец». Когда пришли чистые анализы, доказавшие, что кризис миновал, Алекс Новак лично пришел обрадовать Ирину. «Знаете», — произнес он, лаская Макса, который уже бодро сидел на тумбе и радостно перебирал передними лапами, «если бы он не обнял вас тогда, я бы ввел препарат. Он сам спас себя, подав этот знак». День выписки обернулся настоящим триумфом. Когда Ирина вела Макса к машине на поводке, на улице вовсю правила весна. Воздух дышал теплом и свежестью. Пес с наслаждением подставил морду солнцу, его шерстка снова заблестела. Ирина присела, обняла его, чувствуя родное тепло и слыша мерное постукивание хвоста по асфальту, и выдохнула. «Спасибо, что остался со мной, мой верный друг. Теперь я знаю. Впереди у нас еще очень много долгих совместных прогулок и добрых рассветов». Дорогие наши зрители, как вам эта история? Случались ли в вашей жизни похожие чудеса с питомцами? Напишите свои удивительные рассказы в комментариях. Мы изучаем каждый из них. А если эта история тронула вашу душу, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые сюжеты о любви и верности. До скорых встреч!